Строю дом своими руками и добрался до этапа, когда можно наконец превратить страшный чердак в две уютные жилые комнаты. Первым делом мне необходимо было изолировать межэтажное перекрытие и сделать наверху полноценный пол, о чем сегодня и расскажу. Перекрытие в доме было выполнено деревянными балками из ЛВЛ бруса сечением 240 на 90 мм и длиной 7,2 метра. И вначале я просто накидал на них досок, чтобы можно было перемещаться по чердаку. Снизу на балке по всему этажу крепилась хорошая пароизоляция с проклейкой стыков и примыканием у стен. Также был выполнен подшив доской, чтобы в дальнейшем утеплитель между балками не провалился вниз. Конструкция дома позволила отпраздновать новоселье только с первым этажом, и чтобы доделать первый этаж до конца, необходимо взяться за второй. С пустым пространством между балок не было достаточной звукоизоляции у комнат на первом этаже, так как звук распространялся через пустой потолок. Плюс, чтобы хорошо сделать лестницу на второй этаж, нужна точная отметка пола на будущем мансарде. Чтобы упростить себе работу, решил демонтировать стойки среднего прогона у стропил крыши. По расчетам можно вообще обойтись и без него, но прогон со стойками будет служить каркасом части будущих перегородок, и в будущем я стойки верну. А пока мультитулом спилил крепеж, убрал доски и освободил пространство для укладки напольного покрытия. Для уменьшения передачи ударного шума от напольного покрытия по балкам раскатал рулон битумно-войлочной изоляции Техноэласт Акустик от Технониколь и нарезал полоски шириной с балку. Пропылесосил балки перекрытия от накопившегося во время работ мусора и мебельным степлером зафиксировал подложку по балкам. Существуют для этих целей готовые рулоны вспененной полиэтиленки, но битумно-войлочная подложка мне нравится больше. Открутил зафиксированные доски настила по всему чердаку и частично начал переносить на свое место. Во время работ по изоляции крыши у меня осталось немного обрезков ваты, которую не стал выкидывать, а распределил между балок перекрытия у стен до первой перемычки между балками. Доски располагал не вплотную друг к другу и прокручивал по 2 самореза в каждую балку. Доски располагал именно таким образом, чтобы нигде не было трения дерева об дерево, чтобы избежать скрипов. Так как чердак использовался по прямому назначению для хранения всевозможных вещей и плюс располагалась часть материала для работ, решил действовать поэтапно, от одной перемычки между балок до другой. Пришлось немного попереносить вещи туда-сюда из угла в угол. Лучше, конечно, полностью освободить пространство для работы, но мне было никак. По балкам все так же разместил подложку и приступил к заполнению полости минватой. В качестве изолятора перекрытия купил хорошую базальтовую минеральную вату Технониколь Rock Light. Покупал в упаковках с компрессией, то есть в которых вата находится в сжатом состоянии. Такие упаковки гораздо удобнее переносить, перевозить и хранить, так как они занимают сильно меньше места. Плюс за такую упаковку было очень удобно браться, чтобы поднимать ее в одиночку на чердак по приставной лестнице. После разрезания упаковки вата сразу увеличивается в объеме, но надо иметь в виду, что до заявленной толщины плиты доберется она через какое-то количество времени, и тут многое зависит от условий хранения ваты на складе продавца. Есть рекомендация от производителя при вскрытии пачки с компрессией сразу встряхнуть верхнюю и нижнюю плиту, так как они подвергались наибольшей нагрузке. Далее перед монтажом необходимо встряхивать каждую плиту, держим плиту вертикально и аккуратно трясем. Шаг балок у меня получился странный. В идеале надо делать его 58-59 см, чтобы как можно меньше резать утеплитель, так как плита шириной, как правило, 600 мм и чтобы вата встала в распор. Но и при нестандартном шаге ничего страшного. Отмерял необходимый размер от плиты и отрезал специальным ножом для теплоизоляции. Основное правило – располагать плиты с разбежкой стыков, чтобы вата плотно прижималась друг к другу и не было зазоров между ватой и балкой. И еще один момент, который часто упускают, располагал крайние балки перекрытия специально не вплотную к стене, чтобы можно было хорошо изолировать это место. Таким образом закрыл еще одну полость и перебрался к следующей. И уже сильно заметна разница, когда ходишь просто по доскам
и ходишь по доскам через прокладку, уже гораздо приятнее. А если еще пройтись по вот здесь по раскатанному, то такое ощущение, что ты как будто по ковру в комнате ходишь. Казалось бы, маленькая деталь, а она кардинально меняет все в лучшую сторону. Дальше перемычки между балок уже были набиты примерно через 1,20 м, что упростило задачу, так как стало меньше подрезки плит. Из-за нестандартного шага балок присутствовали обрезки ваты, но было практически безотходное производство, так как некоторые полости закрывало этими обрезками, просто делая следующий слой целой плитой, чтобы перекрывать места стыков. Перемещаться по балкам без настила надо очень аккуратно, даже несмотря на поджив доской снизу, можно легко телепортироваться с чердака на первый этаж. Дальше работа слегка замедлилась, так как добрался до санузла. Перед тем, как расположить минвату, дополнительно с помощью алюминиевой ленты проклеил примыкание пароизоляции к перегородкам. Проклеил все поврежденные места от саморезов подшива, а также все примыкания проводов. И самый ответственный момент – вентиляция. Решил заменить самую дешевую гофру на нормальный круглый пластиковый воздуховод. С этой гофрой мало того, что она вообще ненадежная, рвется от любого прикосновения, так с ней прикол, что ее очень сложно довольно насадить из-за вот этого, то, что оно по дуге идет, вот эти металлические ребра в нее. И я ее несколько раз уже пересаживал, и она просто отвалившись. То есть там потолок натяжной, он вот так вот туда-сюда делает, и она самовытаскивается с вот этой штуки. Соединение уголка с трубой и все последующие также проклеивал алюминиевой лентой. Для прохода сквозь перекрытие отмерил необходимый кусок и отпилил его мультитулом. Присоединил воздуховод к диффузору, который вставлен в отверстие натяжного потолка, и в 100-500 слоев проклеил соединение воздуховода и пароизоляции. Так как использовал воздуховод сотого диаметра, а между перемычкой и настилом пола расстояние 90 мм, при помощи мультитула, стамески и молотка сделал выборку в перемычке. Теперь можно дальше располагать минвату. Резать начал ее не по рулетке, а по уровню, используя его как линейку. Так было гораздо быстрее и удобнее. Когда дошел до воздуховода, на плите разметил отверстие в нужном месте. Для шаблона как раз удачно подошел моток ленты. Закрыл то, что можно было закрыть целой плитой, и продолжил воздуховод. Большое спасибо зрителю канала, кто просветил меня, что существуют идеальные воздуховоды Провент. Они гибкие, и с ними не надо запариваться со сборкой, их очень удобно прокладывать. Они антистатические, то есть в них не скапливается пыль, и к тому же они еще и антибактериальные. Я хотел их купить, но столкнулся с проблемой, что продаются они только бухтами от 50 метров, а даже на дом в 100 квадратных метров не надо столько воздуховодов. И будь они чуть доступнее по метражу, продаваясь бухтами бы хотя бы по 25 метров, то я бы купил, а так это было нерационально. Поэтому пришлось использовать обычные пластиковые воздуховоды. И наглядная демонстрация по поводу звукоизоляции. Стоял корпус вытяжного вентилятора, который у меня сделан приемный бункер. Он просто был пятеркой минваты, не закрыт как положено, а просто она тут поставлена друг на друга с щелями, с вот такими. И насколько было лучше, прям на грани слышимости где-то был звук. И сейчас тут прям шумно. Насколько поправляет минвата все-таки по уровню звука. И сейчас задача моя это все разобрать, чтобы здесь доделать уже нормально пол.
Собрал корпус вентиляции обратно по временной схеме, так как ее будет необходимо еще раз переставлять для укладки дальнейшего напольного покрытия, а пока перешел к части у лестницы. Будущую тетиву лестницы нужно во что-то упереть, поэтому выпилил часть мешающего бруска, отмерил точный размер и при помощи торцовочной пилы выпилил перемычку, которая встала хорошо в распор, и зафиксировал дополнительно ее саморезами. Отпилил также верхнюю часть, чтобы доски встали в один уровень с балками перекрытия, и можно было заполнять остатки пространства минватой. На самом деле долго откладывал работы по изоляции перекрытия, так как был травмирующий опыт утепления крыши, на котором я 2 недели чесался, даже завернутый в защитный костюм. Для изоляции перекрытия купил принципиально другую вату, и работать с Technicolor Rocklite было в целом приятно. Я все равно использовал респиратор с угольными фильтрами и перчатки, и если бы перчатки были получше, то чесотки в принципе удалось бы избежать. После рабочего дня просто принимаешь душ и больше не чешешься. На практике убедился, что если использовать хорошую базальтовую вату и укладывать ее не над головой, то это можно даже назвать приятной работой. Каменная вата Technicolor изготавливается из горных пород базальтовой группы. Процесс производства на самом деле по своему принципу очень похож на изготовление сладкой ваты, только тут вместо сахара используются камни. Для волокон используется низкофенольное связующее, которого в мебели у нас дома используют кратно больше. Поэтому материал действительно экологичный и безопасный, ничего вредного не выделяет. Средства защиты нужны только на этапе монтажа, и то по большей части из-за подрезки плит. Целые плиты практически не пылят, а в дальнейшем они находятся в состоянии покоя за пароизоляцией, и мы с ними никоим образом не контактируем. Минвата хорошая и теплая, и звукоизолятор, она долговечна, и для человека, кому лично довелось выбегать из горящего дома, очень успокаивает, что она не горит и является хорошим препятствием на пути распространения огня. Этап с ватой был почти завершен, осталось еще немного доработать настил. Чтобы из-за стоек прогона край доски местами не висел в воздухе, пилил бруски, саморезами крепил их к балке и сверху клал подложку. Часть досок пришлось корректировать по размеру, в чем сильно выручала торцовка. В начале стройки мне, конечно, очень не хватало такой торцовки с большой именно глубиной пропила, чтобы можно было максимально большое сечение распилить. Сюда бы еще лазерный указатель, и вообще была бы прям идеальная торцовка. По вашим комментариям, тут еще молоток кровельщика купил, тоже прикольная штука. Доски в идеале надо располагать в разбежку, чтобы стыки разных досок были в разных местах, а не все на одной балке. Делал так по мере возможности. Для настила долго выбирал материал, есть варианты использовать ОСБ, фанеру, ГВЛ и прочие разновидности листовых материалов. Я пришел к выводу, что наилучшим решением в моих обстоятельствах будут шпунтованные влагостойкие листы ДСП. Они сопоставимы с ценой ОСБ, то есть это один из самых дешевых вариантов, при этом имеют ряд преимуществ, о которых расскажу чуть дальше. Пару слов о сроках строительства. Есть такой организационный момент, как закупка материала. Этот материал нужно каким-то образом привезти на стройку. И самый рациональный вариант — это заказать доставку и разгрузку. Я уже сидел, тыкал кнопочки на компьютере, чтобы мне все это привезли, и все это у меня оказалось очень легко и просто. Но тут я увидел объявление из СНТ, что у нас дороги закрываются на просушку. На месяц закрыт въезд для грузового транспорта, и большими буквами написано, что даже газелям нельзя. Я бы, конечно, мог включить умника, что типа вот согласно пункту такому-то статьи такой-то федерального закона такого-то все это незаконно, и типа вот ваше слово против моего до встречи в суде. Но есть понятие законности, а есть понятие здравого смысла. Если все будут вот такими вот умниками, кто весной повезет материалы фурами сюда, то от дорог не останется ничего, и страдать будут все. Поэтому у меня была возможность вместо того, чтобы включать умника, включить Форда и заехать по делам в городе Санкт-Петербург, совместить их с поездкой в строительный магазин, чтобы загрузить сюда материалы. Пришлось, конечно, для этого сиденье снять, потому что иначе листы не влезали. И при этом же еще уменьшить размер листа, перейти на другой формат. Они есть разных размеров, есть пошире, подлиннее. Но тут и обратная сторона тоже имеется, что я и так как веду работы в одиночку, мне с такими листами, с большими, было бы уже не справиться и в одиночку не затащить их на чердак в принципе. Да, лучше, когда есть возможность работать материалы более крупным форматом, особенно для пола, чтобы меньше было стыков. Но в моем случае получилась такая вот золотая середина. И имейте в виду при покупке земли, что в СНТ или в коттеджных поселках могут возникнуть вот такие приколы, что в самый разгар, в самое начало строительного сезона завести на стройку материалы не получится. В ИЖСке таких проблем нет.
Купил листы размерами 600 на 1800 мм и толщиной 15 мм. Благодаря такому размеру легко справлялся с ними в одиночку и без проблем переместил из машины в дом и затем на чердак. Конечно, лучшим вариантом было бы залить цементную стяжку, и ЛВЛ-балки даже проходят по нагрузке, но вот купленные готовые перемычки над окном, к сожалению, по нагрузке со стяжкой не проходят. Поэтому единственный вариант, который мне подходил, это что-то сборно-листовое. Перед тем, как закрыть полости минватой, все проходил пылесосом. Скорее всего, это лишняя работа, которую можно было бы не делать, но мне было в удовольствие работать в чистоте. Герметично проклеить вот это место выхода проводов не представляется возможным. Конкретно эту нишу оставлю сверху паропроницаемой. Заполнил последнее незакрытое пространство минеральной ватой, и можно переходить к укладке очередного слоя пирога будущего пола. Обычные доски не лучший вариант для укладки на них листового материала, так как перепад по толщине местами достигал сантиметра, и этот момент надо было поправить. Для этих целей пришлось купить электрорубанок, еще раз убрал вентиляционный короб, подключил электрорубанок в строительный пылесос и при помощи уровня приводил доски к одному знаменателю. Вывести поверхность в идеал очень трудоемкая работа, но для моих задач было достаточно сократить перепад между досками до 2-3 мм. В очередной раз заценил, что такое строительный пылесос и как он выручает при работах по внутренней отделке. Работать без пыли было одно удовольствие. Местами было необходимо утопить саморезы глубже в доску, чтобы не повредить ножи, и рубанок легко справлялся со своей задачей. Второй раз в целом бы отказался от досок, и про свою ошибку расскажу чуть дальше. Поработать пришлось изрядно, набирался целый мешок и потом еще 2 раза выносил целый пылесос и опилок. Стараюсь переходить на аккумуляторный инструмент, но рубанок не то чтобы мне сильно очень нужен был во время стройки, решил купить проводной. И уже через 2 часа жизни только что распакованного рубанка сделал вот так. Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Благо при помощи синей изоленты можно было продолжить работу. Пока был перерыв на замотку изолентой, понял, что у меня стоит дикий писк в ушах. И работать несколько часов подряд в условиях громкого шума в замкнутом пространстве не лучшая идея. Здесь меня выручили подаренные тещей звукоизолирующие наушники. Плюс я не сразу сообразил, что меня ждет очень много работы на коленях, и где-то через неделю работы колени стали желтого цвета и сильно болеть. Только тут я вспомнил, что когда у меня работали установщики дверей, я подметил, что они работали в наколенниках. Причем даже не в специальных, а просто в волейбольных асиковских наколенниках. И пока до меня дошло было уже поздно, второй раз бы заранее обзавелся наколенниками. Следующим слоем пирога стала звукоизоляция Технониколь Мастер в виде все той же битумно-войлочной подложки. Раскатал ее по полу, и было необходимо прорезать отверстия под вентиляционные выходы. Тут, как говорится, поспешишь людей насмешишь, потому что оказалось, что раскатывать ее надо другой стороной. Переворачивать уже раскатанный рулон было супер неудобно, но если знать заранее, какой стороной она должна лежать на полу, то все делается легко и просто. Перевернул как положено, разметил отверстие еще раз. У подложки есть специальный край с клеющейся полосой, который надо отогнуть наверх, и рядом с полотном торец в торец я разматывал следующие рулоны. Затем снимал пленку с клеющейся полосы и соединял рулоны вместе. От работ по шумоизоляции в ванной у меня остался прикаточный валик, и для более тщательной проклейки стыков проходил их прикаточным валиком. Важный момент, что подложку я заводил с припуском на стены, проклеивал примыкание вентиляции, а также проклеил алюминиевой лентой все, что прорезал до этого. Начать укладку ДСП плит решил с самого неудобного угла. Размечал на листе необходимые выпилы и отверстия, засверлился и лобзиком делал отверстия. Первую плиту располагал пазами к стене и на шип наносил клей ПВА D3. На второй плите тоже наносил клей уже в паз и соединял 2 листа вместе. Делать это нужно рядами.
Дело было к вечеру, я торопился поставить вентиляцию на свое место, поэтому просто приложил остальные листы вдоль стены друг к другу, отмерил, сколько нужно отпилить, главное не перепутать, с какой стороны отпиливать, так как есть паз и шип. Отпиливал лист поперек, все так же лобзиком, и обрезком начал класть второй ряд, так как и здесь нужно создать разбежку стыков. Выравнивал сразу несколько листов параллельно стене для удобства и более точного позиционирования. По инструкции листы необходимо расположить с отступом в 1 см от стены. Здесь можно наглядно продемонстрировать преимущество данных плит, потому что сейчас край ее попадает в пространство между досками. Промежуток, она как бы висит в воздухе. Если бы это была ОСБ или фанера, мне пришлось бы сейчас вот так вот отрезать, чтобы стыковать два листа на доске. А благодаря системе шип-паз я могу стыковать две панели просто в воздухе. И благодаря, опять же, обрешетке с небольшим шагом, это позволяет очень быстро, легко и просто вести работы и избегать укладки в два слоя, потому что с ОСБ или фанерой нужно вести укладку в два слоя с перехлестом стыков. Формат плит мне очень понравился. На следующий день продолжил вести работы. Плиты позиционируются как влагостойкие, однако чтобы точно не было никаких разбуханий со временем, необходима проклейка стыков клеем и желательно потом еще сверху клейкой лентой. Уложенные листы необходимо прикрутить саморезами к обрешетке, делал это по периметру примерно через одну доску и делал так по всей площади мансарды. Сверху на ДСП плиты может быть уложено чистовое покрытие на ваш выбор, тот же ламинат или новобонный кварцвинил. Я больше склоняюсь к ковровому покрытию, опять же с точки зрения улучшения звукоизоляции. Касательно пирога пола. Пирог перекрытия сильно зависит от места его эксплуатации. Так как я разделяю между собой два отапливаемых этажа, то в моем случае в теории можно было бы обойтись совсем без пленок сверху. В качестве обоснования вот вам что-то на строительном. Но если использовать пленки, то по технологии и снизу, и сверху используется не мембрана, а именно пароизоляция. В моем случае ее роль выполнит металлизированное покрытие подложки. А как же оттуда тогда выйдут? Пара или вода? Подумал я, думаю так же, как и многие из вас. Штука в том, что пара внутрь перекрытия попасть и не должен, благодаря хорошей, тщательно проклеенной пароизоляции снизу. Плюс натяжной потолок — это еще один дополнительный барьер на пути пара. Сверху, опять же, благодаря пароизоляции и влагостойкому покрытию пола ничего попасть не должно. И балки, и доски 2 года находились внутри дома при комнатной температуре, и еще больше высохнуть просто не в состоянии. Поэтому в моем случае их не боясь можно закрыть пароизоляцией. Немаловажным аспектом является и хорошая вентиляция, которая у меня на постоянной основе работает в доме, и герметичность конструкции — это еще один важный фактор для улучшения звукоизоляции. Пирог пола первого этажа или с неотапливаемым чердаком будет отличаться, и посмотреть все возможные варианты, как правильно сделать перекрытие, можно на сайте Технониколь. Ссылку оставлю в описании. Передо мной стояла задача сделать лучшее, что возможно в плане звукоизоляции за приемлемое количество денег, и что по итогу получилось. Пока у меня тут промежуточная стадия, наглядная демонстрация, как сделать лучше, чем сделал я. Во-первых, вата должна доходить вот как с левой стороны, то есть вплотную до настила. Не должно быть вот этого промежутка. Многие самостройщики там городят вентзазор, типа специально вставляют его, тут никакого вентзазора быть не должно. Вата должна вплотную доходить до настила. Я выделил приоритетные помещения, это спальня, туалет и ванна, и над ними я постарался сделать вплотную. И еще одна причина, почему надо было делать именно вплотную. В одних из прошлых роликов я рассказывал, что у меня там пароизоляция, когда открываешь-закрываешь дверь, она делала хлюп-хлюп, то есть она там шуршала из-за того, что она вот так вот поднималась, опускалась и издавала мерзкие ужасные звуки. И когда я наложил там вот вату так, чтобы она была с зазором, вата не распирала пароизоляцию, и она все равно, у нее были движения, то есть стало лучше, но не до конца. А когда я сделал в распор, чтобы встала от настила до настила, расперла пароизоляцию, все, я теперь в любом помещении открываю, закрываю дверь. Вот у меня было это в комнате и в санузлах максимально было некомфортно. Теперь все нигде, при открытии и закрывании дверей, никаких звуков лишних не происходит. Над прихожей и кухней-гостиной наименее приоритетные помещения. Здесь распределил вату по остаточному принципу. В каких-то местах ее хватило, чтобы сделать до конца, в каких-то не хватило. И очень важный момент номер 2 – это настил. Он должен быть сплошной. И в идеале тут на самом деле отказаться бы от досок, потому что с естественной доской, даже если их пытаться ставить вплотную они не поставятся, все равно будет зазор, потому что доски кривые. Покупать что-то сухое, строго накалиброванное или там шпунтовую половую доску, в этом нет смысла, это уже будет стоить столько денег, что проще купить листовой материал сюда какой-то потолще.
и устраивать сплошной настил чем-то вот листовым. Суть в том, что с воздушным пространством получается так называемый эффект барабана, когда звуковая волна многократно отражается от поверхности и тем самым звук усиливается. Я думал, что у разных материалов разный коэффициент отражения, и эффект барабана между минватой и войлоком будет стремиться к нулю, но... Это ж надо было так обосраться на глазах у всей группы! И вот насколько важен опыт настройки. Обладая я той информацией, которой владею сейчас, изначально бы не покупал доски на настил, а купил бы ОСБ толщиной 22 мм. Купил бы вату в упаковках не с компрессией и за то же самое количество потраченных денег получил бы результат лучше. LVL балки на сегодня купить очень сложно, даже не финансово, а просто технически. Вообще в принципе найти место, где их купить. Их можно заменить на клееный брус, он сильно доступнее, при этом обладает схожей несущей способностью. Также есть варианты и с двутаврами деревянными балками. И что же получилось по итогу по деньгам и какой результат? Денег было потрачено больше 120 тысяч рублей на площадь в 48 квадратных метров. Если добавить еще стоимость балок и подшивку снизу, то вышло бы все 200. И кто-то может вспомнить, что утепленная железобетонная плита фундамента мне обошлась в те же 200. Но это было по ценам трехлетней давности, и на сегодня она бы обошлась больше, чем в 500 000. Так что перекрытие с деревянными балками все еще в разы дешевле. Но что же с результатом по звукоизоляции? Ничего нельзя рассматривать в сферическом вакууме, в мире все познается в сравнении. И на время строительства дома я арендовал квартиру в старом советском панельном доме, где перекрытия были выполнены железобетонной и пустотной плитой, через которую, будем честны, слышно какое-то количество звуков от соседей сверху. И у меня на самом деле перекрытие получилось сопоставимо по уровню звукоизоляции, и даже с учетом всех нюансов монтажа железобетонных плит по цене получилось тоже сопоставимо. При помощи разных людей я протестировал перекрытие, и оказалось, что разные люди ходят по-разному. И вот чешет на работу, как будто свай вколачивает. Если рассматривать какое-то среднее значение, то когда человек просто ходит, то его не слышно. Если человек просто разговаривает, то его слышно через дверь немножко. Когда на мансарде появятся перегородки и появятся двери, и помещение друг от друга будет все отделяться двумя дверями, проведу еще раз тест и посмотрим, будет ли слышно через потолок или будет слышно все-таки еще через дверь. В доме практически на постоянной основе работает принудительная вентиляция, и в туалете и ванной ее работу слышно через воздуховод. Это не раздражающий звук, он довольно тихий и никоим образом не мешает. Получилось приемлемо. На кухне у меня вместо вытяжки, которая вот орет как самолет, у меня канальным вентилятором она убрана в будущее техническое помещение, и получилась таким образом тихая вытяжка на кухне. И раньше ее было слышно через пустое перекрытие, сейчас я ее слышу через незакрытую нишу лестницы, а не через потолок на кухне. Когда доделаю все ограждающие конструкции на мансарде до конца, проведу уже какой-нибудь тест шумомером или типа того. Перед тем, как зашивать все перекрытие наглухо листовым материалом, у меня была возможность протестировать, и я принял решение ничего не переделывать, потому что протестил вот этот вариант, когда вата не доходит до настила, плюс широкие расстояния между досками, и была возможность сделать места, где и вата доходит, и настил плотненько. Я протестировал эти места, и получается так, что если человек ходит просто или просто разговаривает, и там не слышно. Если человек начинает вот это вот топать, и если начинает говорить громко, то и там слышно. Да, когда вата доходит до конца и настил сплошной, звук получается он менее гулкий и меньше давит на голову, меньше раздражает. Но все равно слышно, поэтому я принял решение, что нету смысла переделывать. Это еще куча денег, куча времени, еще проблемы с доставкой из-за СНТ. В общем, дом строю для себя, поэтому принял решение, что меня устраивает. Звукоизоляция на самом деле строится по очень простому принципу, который описывается всего двумя словами. Масса и пружина. И в моем случае у меня получается очень много пружины, но мало массы. В случаях, допустим, с железобетонным монолитным перекрытием, через которое, будем честны, тоже если стучать ногой, если громко говорить, я был в таких домах, слышно все равно, когда там человек по полу стул ведет, вот слышно все. В таком случае много массы, но мало пружины. И чтобы получить идеальную звукоизоляцию перекрытия и любой какой-то другой конструкции, нам нужно эти два параметра совместить. И здесь на помощь опять приходит минеральная вата. Для звукоизоляции можно взять перекрытие, положить на него подложку вот эту металлизированную,
на нее положить, у Технониколя, например, есть специальная вата Технофлор, и на нее можно залить стяжку, и тем самым мы получим систему плавающего пола, где будет и масса, и пружина. И к такому перекрытию можно будет применить описательную характеристику, как акустический комфорт. В моем случае, если бы не проблема с перемычками, я бы, возможно, озадачился заливкой стяжки, и плюс вот этой вот фольгированной подложки в том, что даже в квартире можно ее использовать, потому что многие люди думают, что железобетон водонепроницаемый, и потом очень сильно удивляются при заливке стяжки в квартире, почему они затопили соседей. И вот эта подложка, она позволяет хорошо сделать стяжку, как вот использовать ее как основание, через которое ничего не протечет на предыдущий этаж, потому что очень удобно, она проклеивается прям герметично. Если вот так вот продолжать размышлять о лучшем перекрытии, то все-таки лучшее перекрытие — это отсутствие перекрытия и при возможности строиться в один этаж. Но тут надо понимать, что не у всех людей, не у каждый участок позволяет строиться в один этаж. Есть случаи, когда нужно строиться в несколько ярусов. У меня, к сожалению, немножко задерживаются работы, потому что так случилось, что у меня поломалось ребро. И я еще со своим вот этим вот слабоумием и отвагой пошел дальше работать. Очень сильно пожалел потом о своем решении. Не надо, не повторяйте. На сейчас все хорошо, я потихоньку срастаюсь. Удалось заработать денег на лестницу, поэтому скоро уже тоже будет лестница, и продолжу вести работы дальше. Самое больное по деньгам на сегодня — это мансардные окна. Не знаю, как удастся с ними решить вопрос, но я обязательно все решу. Потом меня будут ждать перегородки и уже финишная отделка. Но об этом в другой раз, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Больше новостей смотрите в моем телеграм-канале, ссылку тоже оставлю в описании. И до встречи в следующем видео.